Ирина выглянула в окно. Так и есть. Маленький Миша одиноко сидел на лавочке, а на улице уже темнело. «Ну что у него за мамаша?» В сердцах проговорила женщина, сунула ноги в тапочки и вышла из квартиры. Быстро сбежала по ступенькам, едва открыла дверь подъезда, мальчишка вскочил с лавки и с надеждой посмотрел на нее. «Миша, пошли ко мне!» и протянула руку. Мальчишка радостно схватил ее ладошку и пошел рядом с тетей. Ему так хотелось, чтобы именно эта тетя была его мамой. «Заходи, иди мой руки». Тот бросился в ванную комнату. Здесь чисто, всегда есть мыло и чистое полотенце. Он умылся и расчесался, чтобы понравиться тете Ире. Когда зашел на кухню, на столе его ждала мятая картошка и котлета. Ребенок с жадностью набросился на еду, а женщина смотрела на него, вытирая слезы. «Почему так несправедлива судьба? Мне так хочется сына, а нет ни мужа, ни ребенка. Разве я виновата, что родилась некрасивой? Зато у этой красавицы Ольги сын всегда голодный, а она неизвестно где гуляет». «Где твоя мама?» – спросила, убирая со стола грязную тарелку. «Вчера мама на работу ушла», – стал рассказывать мальчишка. «На улице дождик был, и я весь день сидел дома. Пришла ночью, а сегодня утром опять на работу ушла». «Она и в такие-то дни не работает», – думала Ирина, слушая мальчишку. «Вчера суббота, сегодня воскресенье. Какая работа? Хотя у нее...» «А я утром хлеб доел и пошел гулять», – продолжил рассказ мальчишка. «Мне тетя, которая пирожками торгует, пирожок дала бесплатно, вкусный». Ирина поставила перед ним чай с молоком, дала шоколадный батончик. Сколько раз приходили из опеки, обещали ее родительских прав лишить. Так и не лишают. Отдали бы мне Мишку. У меня квартира двухкомнатная, и зарабатываю я неплохо. Да разве отдадут? Я в компьютере посмотрела. У них там с этим такая волокита. Может, попросить у Ольги его на неделю? У меня ведь с завтрашнего дня отпуск. С батончиком мальчишка расправился моментально. «Будешь мультики смотреть?» «Да», — обрадовался Миша и тут же добавил. «У нас телевизор совсем перестал показывать». Усадила его на диван, нашла мультик по его вкусу и пошла убираться на кухне. Когда вновь зашла в комнату, глаза у мальчишки слепались. «Давай я постелю тебе. Будешь лежать и смотреть телевизор, пока сходи в туалет и раздевайся». Постелила ему чистую простынь, взглянув на вернувшегося мальчишку, схватилась за голову. «Боже, какой ты грязный! Пошли мыться!» Помыла, достала ему чистые трусики и маечку. Она купила их 5 пар одинаковых, а также 5 пар носков. Меняла, когда он приходил к ней. Его мать все равно этого не замечала. Одев во все новое, налила ему стакан сока. Тот выпил, лег на диван и вскоре уснул. Ирина ждала до полуночи. Вдруг придет его мамаша. Затем махнула рукой и легла спать. Проснулась утром. Как хорошо, когда отпуск, не надо идти на работу. Мелькнула мысль. А Миша-то в садик, наверное. И тут же ее перебила другая. А мамаша-то его где? Подошла к дивану. Мальчишка все еще спал. Пошла готовить завтрак. Ольга проснулась от стука. Долго лежала с закрытыми глазами, вспоминая, где она. Затем открыла их. «Так, я дома. Кто там стучит?» Поплелась к двери, не спрашивая, открыла. Возле двери стояли ее хорошо знакомые, участковый и женщина-инспектор из отдела опеки. «Здравствуй, Ольга», – произнес полицейский. «Опять глубокого похмелья?» «Ну», – промычала та, так не хотелось их видеть. «Опять только под утро пришла?» «Ну», – болела голова и не хотелось ни о чем думать и ни о чем вспоминать. «Приглашай в квартиру, поговорить надо». «Заходите». Хозяйка повернулась и поплелась в комнату. «Ольга, а где твой сын?»
спросила инспектор. Мамаша покрутила головой, видно предполагая, где он может быть в ее однокомнатной квартире. «Миша, ты где?» — крикнула негромко. Вышла на балкон, оглядела улицу, поплелась на кухню, налила в грязный стакан холодной воды, залпом выпила и вернулась в комнату. «Так где твой сын?» — спросил на этот раз участковый. «Не знаю», — помотала головой мамаша. «Когда ты его в последний раз видела?» Долго вспоминала, наконец, скорее спросила, чем вспомнила. «Может, он у Ирки? У соседки?» «Сейчас узнаю». И участковый вышел из квартиры. Когда раздался деликатный стук в дверь, Ирина с Мишей пили чай. Хозяйка сразу бросилась к двери, глянула в глазок и открыла дверь. «Здравствуйте, Ирина Сергеевна», – произнес участковый. «Миша у вас?» «Да, чай на кухне пьет. Проходите». Он прошел, улыбнулся мальчишке, но тот приходу этому дяде в форме не обрадовался, понимая, что его сейчас заберут отсюда, а так не хотелось уходить от тети Иры. «Что, Миша, пойдем к маме?» – спросил участковый. «Не хочу», – насупился мальчишка. «Ирина Сергеевна, вы его когда к себе взяли?» «Вчера вечером. Уже темнело, а он один на лавочке сидел». «Понятно. Ну что, Миша, пошли?» Участковый положил руку на плечо мальчика. Деваться было некуда, и пришлось идти. «Вот он, мой сыночек!» – радостно воскликнула Ольга, увидев вошедших. «Куда он денется?» «Ольга Кирилловна», – строго произнесла инспектор опеки, – «мы начинаем процесс по лишению вас родительских прав». Мамашу, похоже, это особо не удивило, но она все же спросила. «И пособие на него мне уже платить не будут?» «Не будут, но процесс этот долгий, у вас будет время одуматься. А пока принесите свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка». Ольга пошла искать требуемые документы, а инспектор наклонилась к мальчику и тихонько спросила. «Миша, ты хочешь жить с мамой?» Мальчик испуганно посмотрел в сторону комнаты и помотал головой. «А с кем ты хочешь жить?» «С тетей Ирой. Она хорошая, никогда не дерется, и у нее всегда кушать есть». «Понятно, но пока тебе придется пожить с мамой». Мишу забрали. Настроение у Ирины ухудшилось. Тут еще начальник с работы позвонил и попросил с завтрашнего дня выйти на работу, обещая выписать премию и перенести отпуск на любое время года по желанию. Так часто бывало. Начальник знал, что она женщина безотказная, всегда выписывал ей хорошую премию, она всегда соглашалась, все же лучше, чем сидеть дома. Раздался стук в дверь, глянула в глазок. Вновь тот полицейский и какая-то женщина. Открыла. «Здравствуйте», – кивнула головой вошедшая. «Я Марина Леонидовна Смирнова, инспектор. Хотела поговорить с вами насчет ваших соседей». «Здравствуйте, заходите. Проходите на кухню, сейчас чай поставлю». Те прошли. Инспектор, сев за стол, сразу повела разговор. «Ирина Сергеевна, мы начинаем процесс по лишению вашей соседки Ольги родительских прав. Процесс этот долгий. К тому же, после лишения ее прав сына отдадут в детский дом, и в течение 6 месяцев его никто не сможет усыновить». Мария Леонидовна улыбнулась. «Миша хорошо к вам относится. Не согласились бы вы стать его временным опекуном сроком на 8 месяцев? Вам будут платить детские пособия на него». Полгода прожил Миша у тети Иры. Его родная мать отнеслась к этому на удивление спокойно. Иногда заходила, чтобы занять 100, не собираясь возвращать. Мальчишка сначала вздрагивал, боясь, что она заберет его обратно. Потом понял, что тетя Ира его не отдаст, и успокоился. Ирина счастлива. Вот только осталось 2 месяца, когда закончится ее временная опека. Дальше, как ей сказали,
она может оформить постоянную опеку или усыновить ребенка. Конечно, хотелось бы усыновить, но она одинокая, а детей отдают в полные семьи. Она уже настроилась на опеку, но произошло то, что заставило ее действовать с созданием настоящей семьи. Перед 8 марта в садике был утренник, и Миша пригласил ее. Ирина понимала, что она там будет немного лишняя, но, конечно же, пришла. В старшей группе дети уже большие, приготовили мамам интересный концерт. В заключении воспитательница загадочно произнесла: «А теперь…» И все дети бросились к своим мамам с подарками в руках. Подбежал и Миша, протянул свой подарок. «Это тебе, мама». Слово «мама» ударило по самому сердцу, из глаз брызнули слезы. Ирина обняла его. «Спасибо, сыночек». Весь вечер слезы не сходили с ее глаз, не могла уснуть ночью. Мысли были лишь об одном – об усыновлении. Но разве суд отдаст ребенка ей, одинокой? И тут вмешалась судьба. Утром 8 марта у нее потекла батарея, и довольно сильно. Перекрыла, но на улице мороз. Вызвать слесаря 8 марта весьма проблематично, но в их доме, в однокомнатной, жил один сантехник, к которому все обращались в подобных случаях. Это был одинокий, невзрачный мужчина неопределенного возраста. К тому же сидел за что-то. Звали его все по-простому Василич. С ней всегда здоровался и даже иногда улыбался. Вот ему Ирина и позвонила. Он пришел через полчаса, буркнул: «Здравствуй, Ирина, показывай, что у тебя?» «Здравствуйте, Николай Васильевич, проходите». Провела в комнату. «Вот, батарея. Я перекрыла. Разберусь». Поставил рядом сумку с инструментом, достал ключи. Подошел Миша и стал с интересом смотреть, как дядя работает. «Тебя как зовут?» – неожиданно спросил мужчина. «Миша». «А меня дядя Коля. На, подержи». Сунул ему ключ. Мальчишка схватил его, довольный тем, что взрослый дядя обратил на него внимание. «Давай», – произнес тот через некоторое время и сразу добавил: «Теперь вон тот, блестящий, из сумки достань». Миша тут же достал другой ключ и подал. Ирина, улыбаясь, смотрела на них, и вдруг ей в голову пришла совсем уж авантюрная мысль. Сначала она казалась неправдоподобной, но это касалось и Миши. «Все готово». Она сунула ему деньги. «Не надо», – неожиданно ответил тот. «Твой мальчишка мне помогал». И она решилась. «Николай Васильевич, у меня к вам просьба. Она... В общем...» «Что, Ирина?» Он как-то по-доброму посмотрел на женщину. «Хочу усыновить Мишу, но суд мне не разрешит. Я одинокая, а там только в полные семьи отдают». «Я-то при чем здесь?» «Николай Васильевич, возьмите меня в жены. Не по-настоящему. Мне разрешат Мишу усыновить, и мы разведемся. Я вам деньги заплачу». «Ты что, совсем того?» Он покрутил пальцем у виска и вышел из квартиры. В воскресенье Ирина собралась с Мишей в парк. Они уже оделись, когда раздался стук в дверь. Она глянула в глазок и, удивленно пожав плечами, открыла дверь. Вошел Василич, постриженный и побритый, в новых джинсах и рубашке. «Здравствуй, Ирина. Здравствуй, Миша». «Здравствуйте». «Я чувствовала, что мужчина сильно волнуется. Хотел пригласить вас погулять. А мы в парк собрались». Растерялась и Ирина. Но тут разговор в свои руки взял Миша. «Мама, а давай дядю Колю с собой возьмем». Через 2 месяца Николай и Ирина поженились. По-настоящему. Усыновили Мишу и сменяли свои квартиры на большую 3-комнатную. Прошел год. Сегодня Миша пошел в 1 класс. Как все там интересно. Не то, что в детском садике.
Правда, по-настоящему сегодня не учились. Учительница познакомилась с ними и отпустила. Во дворе школы первоклассников ждали родители. Его тоже ждали. Он увидел красную детскую коляску и бросился к ним. Ведь теперь у него есть и папа, и мама, и маленькая сестренка, которая родилась совсем недавно. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.